По всей вероятности, через пару-тройку месяцев сложнейшей проблемой России станет подбор нового названия для страны. Это будет непросто, но существующее станет настолько страшным клеймом, что потребует, вероятно, замены. В римском праве, кстати, было понятие «репутационный смрад». Чтобы избавиться от шлейфа позора, можно было сменить имя и гражданина, и легиона, и название города, провинции и так далее, и так далее. Но об этом чуть позже. Россия, скорее всего, не увидит новый вариант «Властелина колец». Фильм такой, да? Как жаль. Кстати, пока нет стопроцентной гарантии, войдут ли в фильм эпизоды, показывающие военно-патриотическую подготовку юных орков в Мордоре, но, скорее всего, да. Именно ею объясняется свирепость этих тварей и готовность сдохнуть за свой мордорский режим. Но впервые, кстати, в этой киноэпопее должны фигурировать сцены с пленными орками, в которых те плачут и заверяют эльфов в том, что просто ехали на учения. Орков с детства учат, проводят в их школах тренинги, внушают, что орочьим ордам угрожают хоббиты, люди, эльфы. Они иногда даже сморкаются в сторону Мордора, чем подрывают его величие. Построившись перед портретом Саурона, вождя своего, тысячи маленьких кривоухих орков поют хором «Дядя Саур, мы с тобой». Конечно, это кино. Нигде, кроме как в фильме про орков и их бесноватого, двинутого на всемогуществе вождя, такого не увидишь. Выяснилось, что все войны и захват земель Средиземья связаны только с тем, что в окружении эльфов, хоббитов и людей Мордор никак не может чувствовать себя в безопасности. Совсем никак. Саурон все время требует гарантий и намерен для обеспечения безопасности своего Мордора на всей планете разлюдить людей, расхоббитить хоббитов и провести полную деэльфизацию всех лесов. В фильм, возможно, войдут сцены из заседания Совета Безопасности Мордора при Сауроне. Чудовище оказывается жутко увлечено историей Мордора и все время читает членам Совета длинные лекции про кольца, битвы по этому поводу. Последняя лекция была покороче остальных, заняла всего 7000 лет. Бенджамин Беррелл Ференц. Ему 101 год. Последний живой прокурор Нюрнбергского процесса. Ференц был специалистом по сбору доказательств о преступлениях гитлеровцев. На процессе в Нюрнберге проявил себя чрезвычайно ярко. Но прошло много времени, он очень старенький. Этот старичок мирно себе проводил дни в качалке и считал последние свои денечки на этой земле. Он оглох, он почти ослеп, он почти перестал ходить. И вот настал момент последнего вздоха. С цветами, в трауре собрались все родственники прокурора. И тут правнучка протянула Ференцу свой iPhone. iPhone с включенной хроникой войны в Украине. Сперва прокурор ничего не видел, а потом прозрел. Он снова начал видеть. Потом вернулся к нему слух, а затем он вдруг встал с кресла-качалки, сообщил, что происходящее позор для мира и человеческого сообщества, а Путин должен сесть в тюрьму за геноцид. И что он, последний нюрнбергский прокурор, еще нужен на этой земле. Я хочу увидеть это и помочь. У меня уникальный опыт, сказал Ференц своим офигевшим родственникам, у которых попадали букеты, и уверенно направился в представительство ООН.
А вот американский сенатор Грэм сообщил, что тот, кто решится убить Путина, окажет огромную услугу своей стране и всему миру. Официально заявил. Хотя сенатор Грэм безответственно теоретизировал, не предложив ни плана, ни даже способа ликвидации русского диктатора, в России его изящная политическая словесность вызвала истерику и хоровой визг. Кому бы не было обращено это предложение, оно, разумеется, абсолютно фантастично. Это нереальщина. Ни один диктатор мира еще не охранялся так мощно, как Путин. Тем не менее, достаточно лишь пару-тройку лет пожить в России, чтобы понять, что возможно все. И ничто не может быть полностью исключено. Самые безумные идеи материализуются, и самое немыслимое свершается. Предположим, что это происходит. Что будет дальше? А дальше выяснится, что происходит в Украине. Что это? Кому это вообще все нужно? Будет ли Шойгу и дальше маниакально удобрять украинскую землю мальчишками и захламлять горелой техникой? Или вся машина бойни заглохнет, сдуется, выпустив через щели и дыры весь патриотический пар. Все стихнет, пройдут, может быть, десятки минут, начнут откидываться люки еще целых танков, и оттуда полезут головы и высоко поднятые руки незваных гостей. По всей вероятности, это все же война одного единственного человека, за каким-то чертом переселившаяся из его головы в реальность.